почти не грозит опасность. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой. Я беру тебя с собой. В темный омут головой. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой. Я беру тебя с собой. В темный омут головой. В темный омут головой. В темный омут головой. А за дверью ждет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе. Раз, два, три. О, все нормально. Всем привет. снова в ДКС. Запустил пораньше. Да, я вчера не сделал кое-что, что хотел сделать. Ну, начнем сегодня сразу без полигона играть в мои миссии, так сказать, созданные мною. Вот, также хочу все-таки добить эту миссию, где я вчера 2 раза рухнул. И прикол в том, что я до этого-то, ой, блин, какой я гениальный, я ни разу не упал. И все, пошло-поехало. Раз, два. И главное, глупые такие ошибки делал, капец. Поэтому вот я заметил, вот такая фишка, вот и на полигоне мы летали тоже, Саня. Ой, как у Лекса хорошо получается это. И у меня сразу все вот так вот. Вот лучше вообще не хвалить. И не мне себя, и вообще. Вот летать выполнил. Все. Просто порадоваться чуть-чуть. На меня это дурно влияет. Расслабляюсь я, видать. Так, значит, редактор миссий. Вот. Да, сегодня у нас будут смешанные полеты, раз уж и на полигоне я на Су-25Т летал. Вот, значит, сейчас надо будет выполнить 2 полета на 2 разных самолетах, уничтожить колонну. Я просто вот вчера ошибку сделал. Слишком близко я подлетел на низкой высоте. Так 25Т не работает. Поэтому надо вспоминать навыки. Они пригодятся, потому что я говорю, я планирую сложные миссии выполнять. Компанию на Су-25Т еще в будущем. Да, можно летать и на том самолете. Вот. Еще какая ошибка вчера была допущена у меня при полете на Граче, когда я заходил на колонну. Так нельзя заходить, лоб в лоб не получится. Вот. Лучше заходить сзади. Вот колонна едет, и ты сзади на нее заходишь. Спереди нет. Я так думаю, будет хуже. Ну, я так для себя это извлек. Урок, так сказать. Так, ночные цели. Да, я и ночью летал здесь как-то. Помню, было интересно. Вот у меня ночные цели была миссия. Но это все по шквалу. Шквалы можно ночью включать, ночное видение и работать. Вот миссии у меня 3 миссии из компании. Я их прям выдергивал. Давайте откроем, посмотрим просто. Это именно компания, которая в этой игре. Тоже вот Сочи Адлер все это начинает. Смотрите здесь какой звездец. Просто представьте, сколько тут всего. Там прям война идет, и ты прям должен наносить удары, то есть, чтобы наша типа армия продвигалась. И она продвигается с каждой миссией вот так вот все. Туда, на восток типа. Вот этот аэродром мы берем под контроль. Сухуми. Вот этот, помню, полуостров здесь. Я помню, в городе наносил удары. И это только на протяжении 8 миссий, а их там 20. И больше даже. Вот этот аэродром под контроль берется, по-моему. Потом идет вот сюда, и вот дальше я уже не знаю, что вглубь земли. Именно что легко, это вот с воды, что ты заходишь. Ориентир с воды, тут чисто вот эти островки по ориентиру идешь. Просто вот для интереса, что используется против нас.
против авиации здесь. Зушка 1, Зушка 2, Зушка 3, Зушка 4, шилки всякие. Зушки. Смотри, тут сколько зушек. Тут одни зушки. Остров полностью защищен. Вот, смотрите. Интересная штучка. Она, конечно, не ОСА, но это ЗРК уже. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-1». Опасная штучка, я бы сказал. Вместе с шилкой. Шилка ее типа как прикрывает. Или наоборот. Здесь машины снабжения. Охраняется иглами. И это только, это первая, это самая первая миссия. А их там, чем дальше, тем интереснее. И фишка в том, что когда доходишь уже до вот этого места, здесь уже появляется ОСА. То есть тебе приходится использовать, работать с излучением. Вот. Значит, ситуация... вот даже самолеты есть, видите. А-10. Ты можешь залупиться, допустим. Тебе будет конкретно ППМ-ки, допустим, у тебя... где-то нанести удар здесь. Если ты пойдешь вглубь, захочешь с тылу поработать, тебя могут настигнуть А-10. Да, у врага есть авиация, притом она иностранная авиация. Такая, я бы сказал, не Су-25. И вот в такой попке летали нормально. 8 миссий я выполнил. Самое, что обидное, было... Здесь вот меня не сбивали, когда я поставил уязвимость, типа как одну жизнь. А разбился я, получается, из-за птиц на аэродроме, блять. Это полный пиздец. Вот, ну, это капец, конечно. В этих миссиях, я так понял, ну, давай зайдем. У них птицы, видите, включены. То есть ты, по идее, ты можешь просто взлететь и все, и тебя нет. Птиц ты этих не видишь. Они невидимые, эти птицы. Не знаю, по мне так это вот самое бредовое, вот то, что можно было сделать в играх. И вот так вот я потерял своего пилота когда-то, который у меня имел где-то уже 10 медалей почти. Плюс там уже статистика у него классная была. То есть я налетал не только часы, я еще и с результатом это налетывал. Но это было год, наверное, где-то, когда там стримы-то у нас заканчивались последние. Ладно. Не хочу вспоминать, грустно. Так, чем мы сейчас займемся? Надо джойстик откалибровать. Я просто не успел. Сейчас калибровку сделаем. Что тебе надо, блин? Вот параметры. Как калибруется джойстик? Сейчас покажу. Подожди, надо меня... Так вот сейчас сделаем. Мне же надо видеть, что... Мне надо сделать, чтобы джойстик видели. Угу. Джойстик видно, да? На калибровка идет. Получается, заходишь, пуск, настройки, устройство, это на Windows 10. Устройства и принтеры. Тут у тебя все отображается, что у тебя есть. Вот у меня, кстати, здесь отображаются все мои вебки, можете даже их увидеть. Вот эта веб-камера сейчас стримит меня. Вот эта веб-камера ловит трекер. Ну, сейчас она отключена. Logitech веб-камера 160. Это камера USB 2 камера ловит на джойстике. Ну я-то там себя отключил, меня не ловит сейчас моя. Вот, 3 камеры. Так, нам надо вот этот джойстик. Параметры игровых устройств. Свойства. И вот здесь, видите, вот он вроде на центре, но вот его нажимаешь вот так вот крепить, и он хоп, ползунок уходит. Почему, непонятно.
Все, идем калибровать. Далее, далее. Вот, раньше, когда джойстик был прям в отличном состоянии, можно было просто провести вот так, и все, и я был счастлив. Сейчас, как видите, он как попало идет, этот ползунок, блядь. И вот, во-первых, надо, вот, чтобы пружина сработала вниз, и вот так идешь по кругу его. Несколько кругов так, чтобы полностью вот этот ползунок проходил круг. То есть это вот прям силой надо. Если пружины не вывозят, то он может сейчас отломиться, как у меня уже был один раз. Одну пружину я уже так потерял. Он аж скрипит, блядь, весь. Все, вот его он откалибровал немного, получается. И то, видите, он маленько с отклонением идет. Он двигается, видите, он даже здесь гуляет, ползунок. Сейчас вот, видите, он гуляет. Он не должен так работать. Поэтому те вот, кто смотрит и думает, что же у тебя, блядь, с джойстиком? В этом вся и беда вот с ним. Поэтому ждем новый, конечно. Но этот свои 12 лет отработал на ура. Просто маленько подустал. Центр, видите, все равно смещается немного, не по центру. То есть, если сейчас вот так вот оставить, самолет будет кренить чуть-чуть правее. И тангаж будет срабатывать у нас, получается, вниз. Пойдет самолет. У нас же как, если джойстик мы наклоняем. Подожди, нет, здесь наоборот мы тангаж поднимаем. Все правильно, он будет высоту набирать и уходить вправо. Так, давай, блин. Чтобы все четко было. Во, примерно центр поймал. Далее, далее, далее. Готово применить. Окей, все. И вот начинаешь, когда его прикреплять постоянно, он начинает сбиваться. Вот так это делается. Но это не есть хорошо, конечно. Но чтобы сейчас вот нам полетать, мне вот задание какое-либо сделать, мне приходится выполнять такую процедуру. Также я на полигоне с пацанами играл. Когда мне дали первый раз Су-25, Иркут мне его подарил, сказал, давай к нам. Так сказать, это подарок на приглашение. Я вообще не ожидал. Он, иди посмотри. Я говорю, кого посмотри? Зайди туда. У меня еще стимовская игра. Вот. Пришлось стимовскую игру сносить, ставить сайты. И все, потом смотрю. Су-25. Ну, он просто без горячих скал его взял. Ну, это все же тоже деньги стоит. Сколько вот он стоит? Я не смотрел ценник. Рублей 800, по-моему. Ну, опять же, сейчас вот мы летаем на нем, познаем его. У меня-то в планах было вернуться, полетать пока на 25Т, продолжить кампанию. Я вообще не ожидал, что я на Граче буду летать. Ладно, пойдем играть. Начнем сейчас боевую миссию. Я с колонны сразу начну. Не буду я летать эти Абрамсы бить. Уже набили нормально. Вот, миссия вот эта сложная тем, что колонна движется. Ее надо в движении уничтожить. Я не думал, что это так будет сложно, но оно сложно. А сложно почему? Потому что если сейчас вот маркеры включить, будет все здорово. Ты будешь их видеть. Вот чисто для... Ну, нет, я не буду, я уже глаз набиваю без маркеров, не хочу. Я вот знаю, если я сейчас точки врублю, я их просто буду видеть, я буду всяко разно на них заходить, и мне будет пофиг. А сейчас приходится их постоянно ориентиры ловить. Потому что здесь вот она, дорога идет, ориентир только вот в основном мы сейчас не видим здесь, видите, оно все на равном. Здесь вот всякие темные, есть потемнее поля, есть посветлее, то есть перекрестков здесь особо, хотя вот один есть, да, наверное. То есть фишка в том, ты колонну останавливаешь, они начинают разъезжаться, занимать оборонительную. И ты начинаешь их рыскать. И вот что еще можно сделать? Я не знаю. Может, машины убрать эти нафиг? Они реально мешают. Но я считаю, в зоне боевых действий, когда едет колонна, идет бомбежка и едут гражданские. Ну,
по мне так это какой-то бред. Где вот это убирать только? Вот я не помню, где машины эти ставятся. А, подожди, они ставятся вообще не в миссии. Они в настройках, по-моему, ставятся. Там, где ты графику настраиваешь, там врубаешь всю эту тему. Но они очень отвлекают. Бывает это так глупо. Вот едет военный танк, ну танк едет, и в него едет гражданская машина. И в этот момент ты целишься, тебе надо ракету пускать, и машина закрывает танк, и она еще проезжает сквозь танк. Не знаю, по мне так это как-то бредово все. Так, давайте начнем с разминки. Значит, выполняет 2 полета на разных самолетах и идем выполнять миссию. Вот. Начнем с самолета Су-25Т. Это младший брат Су-39. Ну да, я смотрю, на обложках есть самолет, похож на него. Вот прям вылитый он. Но его называют... Давайте вот просто для интереса глянем. Су-39. Просто вот для интереса, что такое Су-39? Вот вы видите? Запомнили, да, его? Теперь смотрим на вот этот самолет, на котором сейчас я полечу. Есть сходство? Мы-то думаем, вот этот самолет исчез навсегда. Нет, он не исчез, он просто другой сейчас. Он Су-39 называется, правильно Иркут говорит. То есть, получается, он есть на вооружении, наверное, да? Ну-ка, мне интересно, он есть вообще на вооружении? Я никогда не интересовался. Су-39. Сейчас посмотрим. Или он тоже старый считается? Ну, самолет, да, старый. Угу. Ой, я сейчас смотрю в кабину. Даже смотрите. Интересно будет посмотреть. А, у него единственное шквал. У него, короче, вся вот эта тема находится слева. Вот, там она справа, а здесь слева. Ну, цвет кабины такой же. Сейчас покажу. Вот видите? Тот же самый, вот, которым мы управляем, только у него шквал здесь, а у этого здесь. Получается так, что ли? Интересно. Цвет вот внутри почти все то же самое, как там. Как будто это он и есть. Прикол. Короче, летаем мы на самолете Су-39. Я просто не могу понять, он на вооружении-то есть? Много про него написано. Конкретно ничего не нашел. А, вот лучше здесь прочитать.
Су-39 представляет собой дальнейшее развитие специализированного противотанкового варианта штурмовика Су-25Т. Вот и все, все, что объяснимо. Кстати, оно этим объясняется. Так, и до какого он вообще сейчас-то есть на вооружении? Я просто не могу понять. Конкретно ответа-то нету. Просто идут описания и все. Самолет был разработан в 1980-х годах. Ну тут не написано, что его убрали с производства или что. Значит, он есть на вооружении, наверное, потому что я не вижу здесь ничего такого. Ладно, непонятно. Непонятно, есть ли он на вооружении. Что-то ответа я так и не нашел. Они просто пишут, что это вообще, откуда эта модификация взялась. Ну это вот, это старший, вот это младший брат Су-39. На нем был сделан Су-39. Вот. По сути, это тот же самолет, только у него маленько поменяли там, и шквал у него другой идет. Ладно, мы вылетаем на Су-25Т сейчас. Работать будем, наверное, скорее всего, ракетами 25 МЛ. Также запущу ракеты есть просто Л. МП ПРР, по-моему, это у нас противорадарные, наверное, да, какие-то. Давай Эльки поставим. Угу. Нары многоцелевые. Вот, кстати, раньше многоцелевыми я очень хорошо мог бить. Сейчас что-то как-то они... То ли я разучился ими стрелять реально. Как-то стрёмно я начал цель уничтожать. Так, как раз поменяю ее. Давай такой окрас. Да, меня будет прикрывать самолет Су-27. Все. Значит, планы какие? Выполним сейчас эту миссию, поиграем, а потом идем выполнять чеченскую кампанию на самолете Грач. Выполнять вторую миссию. Первую мы выполнили тогда. Или сохранять, не сохранять? Не надо. Вот, а у того получается вот здесь у него шквал этот, а приборы. У него шквал здесь, он как-то прицеплен навесной какой-то, на весу как будто, да? А там он прям в панели встроенный. Так что этот самолет, он... Его идею продолжили, только создали самолет Су-39.
Вот и все. То есть он начал дальше развиваться. Это хорошо. Подожду, пока он уйдет. Что мне нравится у этого самолета? Мне нравится у него зеркала. Вот, они очень помогают ориентироваться, смотреть, там, допустим, от аэродрома ты улетаешь, ты можешь посмотреть, далеко ли ты ушел от него. Также, если вдруг, ну, мало ли что, вдруг там самолет у тебя на хвосте будет, ты его можешь в них увидеть, в эти зеркала его. Они вот прям здесь хорошо так, ну, стоят, удобно. У нас там все в порядке. Все в порядке, все нормально. Я беру тебя с собой, как в начале, да, песни? Чем сложнее работать вот этими ракетами, которые я взял, по сравнению с вихрем, потому что вихри, они особо веса, вот их 2 контейнера повешал, и все. Там как-то они особо роль не играют в перевес, если одну ракету выстрелил. А здесь вот сейчас ракету одну пульнешь, у тебя будет перевес на другое крыло. То есть у них, у этих ракет уже вес и равновесие теряется. Изначально все миссии, которые вот я играю, они создавались на самолет Су-25Т. То я сам начал экспериментировать, грача запускать туда. Вот, и стремление было выполнить задание не за 2, за 3 захода, а за 1. То есть взять все необходимое вооружение и выполнить задачу за 1 полет. Вот, на этом самолете это сделать возможно. Вот на этом самолете.
У него, знаете, вот единственное, что неудобно мне, вот это вот эта штука. Она закрывает центр. И бывает, когда вот на аэродром приземляешься, либо надо вот так вот. Полосу не видать. Если сидеть вот как обычно, полосу не видно. Приходится вот так выше подниматься. Но в крайнем случае можно сделать... Так, сейчас скорость убавим немного. Можно сделать повыше. Вот так вот. Оп. Да? И все, нормально будет. То есть просто повыше настроить и сесть. Здесь прицел не гуляет так, как в Граче. То есть здесь надо выше садиться, это однозначно. Единственное, ты уже, смотри, не видишь ни хрена, он высоту, скорость на ЛС. Вот и думай, как тебе лучше. Лучше по приборам, ну, и либо так. Нет, по мне так это... Я, конечно, могу по приборам лететь. Ладно, сделаем как надо. Ну-ка, так. Хотя так видно. $50 километров до района, до центра. Как бы обозначить-то? До центра этой зоны, где нужно обнаружить эту колонну. Это не значит, что надо прям лететь до этой маршрутной точки. Можно уже здесь начинать наблюдение. Главное добраться до Моздока. Моздок — это город и аэродром, который у меня сейчас прямо по курсу, слева аэродром должен быть. Когда создавалась эта миссия, она же, это первая миссия самая, которую я создавал. Это создавалось чисто для тренировки пилотирования на дальние расстояния, 100 километров, считай, надо долететь и уничтожить цель. Это вдвойне, так сказать, это надо было постараться, потому что 100 километров лететь заново как-то не очень хочется. При этом аэродромы здесь не работали, это было специально так продумано. Блин, вот смотри, вот он что делает. Врубаешь пилот, вот эти лампочки, это сейчас автопилот.
для балансировки самолета. Он почему-то снижает высоту на метров 200 и потом только выравнивается. Приколист. Так, переключаюсь на воздух-земля. Ракеты стоят L-ки. Врубаю шквал. Так сказать, готовлюсь. Этот самолет очень быстро теряет скорость, его надо постоянно держать в тонусе. В этом вся особенность. Как бы есть прибор, шквал и все такое, но если не контролировать самолет, ты с этим шквалом можешь уйти вниз. Уже было такое. Так, вот она дорога. Как с ним сотрудничать, с этим роботом? Гадость делает всякую. Зачем он вниз пошел? Ну, вот на этой дороге едут 3 единицы техники. Надо их обнаружить. Так, цели примерно я увидел. Шквал маленько подальше от них. Все. Сейчас надо будет их вести. Дальномер врубим сразу. Кстати, по шквалу можно контролировать равновесие самолета. ЛТЦ здесь не помогут, потому что это шилка. Так, захват. Пока еще рано. Шквал не берет. Держим пока. Маленько подравняюсь. Все, захват получен. Я не могу шилку, видите, взять. Он ее не берет, потому что БТР не дает. Поэтому надо БТР первого уничтожать. Все, снимаю ограничитель. И делаю пуск. Первая ракета пошла. Сейчас надо будет маневрировать вправо. Цель поражена, ухожу. БТР не дает, он закрывает тепловым своим излучением, закрывает шилку, поэтому бессмысленно пытаться атаковать шилку. Вот, если, допустим, залететь сзади, то тебе танк не даст шилку атаковать. Видите, в чем суть? Вот, но тут есть плюсик. У самолета Су-25 Грач. Если хорошо отработать управляемой ракетой, зайти сзади, то можно уничтожить шилку. Потому что там ты наводишь сам. Лазерный дальномер ты его сам регулируешь. Вот. А здесь, как видите, оно идет по теплу. Шквал. То есть он захватывает то, что он видит тепловым. Да, здесь такая система. Тема есть отличие того и того самолета. Иксбайрон, привет. Так для тебя-то это вообще нормально время. Почему рано? Нет, на основе этой сушки был создан самолет Су-39. Не знаю, сейчас он есть на вооружении. Нет, я так и не нашел ответ. Там только описание вообще, какие его фишки, все. А вот если он сейчас на вооружении, я не знаю. Чем хороши эти самолеты? Тем, что здесь пилот может сам работать.
шквалом наводиться и отрабатывать. Самолет создан чисто против наземной техники. Так что на основе этого был создан Су-39. Поэтому Иркут Александр его и называют у себя на аэродроме постоянно Су-39. Но он вылитый его, брат его, вот если посмотреть, наберите в поиске в Яндексе Су-39. И вот вы увидите такой же самолет. Только окрас там будет свой какой-то, все. Так, теперь я делаю маневр сзади. Сейчас буду заходить. Спереди я разбил БТР, я остановил колонну, но это ненадолго. Теперь надо уничтожить мне шилку, потому что она мне не даст маневрировать рядом. Я еще возьму расстояние немного. Ну, в общем, благодаря тому, что я нанес удар по БТРу, я выиграл немного время. Вот. Сейчас они остановились, и надо будет выйти на них. Сразу готовлю я наведение. Видите, как он плавно управляется, ползунок. Хоп, 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 хоп. Здесь даже не получится так вот резко им управлять, как на Граче. Потому что целеуказатель лазерный, он вообще не плавный. Все, выхожу на боевую. Делаю фиксацию района, где я буду искать цель. Зафиксировал. Так, скорости хватает. Да, здесь солнце будет мне в спину светить, поэтому тут... Вот, я вижу дым уже. Вот он, дым. Вижу какую-то цель еле-еле в поле. По-моему, это шилка. Вот видите, ее еле-еле видно там. Отсвечивает. Все, шилка зафиксирована примерно, где она расположена. Так. Дальномер. Ограничитель снимаю. Расстояние до цели 36 километров по шквалу. Держу равновесие самолета. Где-то на 25 буду делать пуск. Ракета пошла. Сейчас надо проконтролировать, что она попадет в цель. Шилка меня уже видит. Будет сейчас по мне работать. Все, цель поражена. Шилка ликвидирована. Маневрирую вправо. Здесь главное не торопиться на этом самолете работать. Ну, когда ты на земку. Потому что каждая твоя спешка — это ошибка. На нем главное не ошибаться. Если ты собрался бить, то бей наверняка. Это не грач, которым ты развлекаешься. У меня вот тоже после грача привычка вот это. Я торопиться начал и ошибки делаю.
Все, у меня остается третья цель. Что у меня происходит? Трекер что-то мозги компасирует. Вот. Что камера вырубилась? Ну, здесь очень удобный прицел. Да, здесь свои сложности, как бы, вот. Но мне нравится здесь система наведения. Не именно как только шквалом, а именно вот на стекле ЛС, на вот этом ползунок, он намного плавнее работает. То есть тебе даже вот можно спокойно цель фиксировать на ЛС и работать по ней. А там вот этот прицел от Counter-Strike, ну, блядь, не знаю, по мне так. Ну, грач это, я говорю, машина такая, для асов. Для экстремалов, я бы сказал. Так, ухожу влево сейчас и буду наблюдать вправо. Надо понять, где бы танк остался. Так, что у меня там по горючке? 2500 еще нормально. Слушай, по-моему, я вижу. Надо понять, где танк. Танк не видать. Не знаю где. Значит, делаем какой момент. Я сейчас ухожу в сторону населенного пункта, откуда я заходил изначально, и буду вести наблюдение по всей дороге до вот этого момента, где дым. Скорее всего, он либо уехал в деревья, либо он начал движение и уже отъехал от места. Вот еще одна польза вот этой темы. Она как разведывательная. Работать сейчас буду ракетами 25 МЛ. Так, скорость большая. Кстати, это была критическая скорость. На такой опасно летать. Он может, у него двигатель может пострадать. 700 уже сколько там было, да? 700, 750, 760 это уже, он, блядь, развалится нафиг. Да, в этой игре есть, по-моему, миги. Здесь все есть. Ну, видишь, они как? Тут половина есть авиации, которая управляет чисто боты, а есть вот доступно для игроков. Для игроков тут доступно то, что смогли как бы сделать.
А вот Ярик пишет тебе МиГ-29 и 21. Вообще игра бесплатная. Давай начнем с этого. Основа есть. Даже вот этот Су-25Т сделает тебе хороший полет, если ты его освоишь. Очень интересный. Ну а со временем уже покупаешь себе что-либо. Ну, я вот сейчас маленько, когда поиграл с ребятами, на Граче полетал. Слушай, ну, если ты, конечно, у тебя есть деньги, есть возможность, и тебе интересна эта игра, ну, оно того стоит, я думаю. Купить можно что-нибудь. Поверь, это не Escape from Tarkov за 11 тысяч рублей. За страдания, блядь. Хотя люди и там умудряются покупать это. Так сказать, это... Блядь, что тут понажимал? Мазохизм этот взять, а потом... Здесь-то ты будешь это, выполнять интересные задачи, миссии, если научишься еще создавать. Вот угадай теперь, где наш танк. Это шилка уничтоженная. Вон, я вижу танк. Танк вижу. Цель захвачена. По шквалу можно, видите, самолет управлять самолетом по шквалу. Сейчас крен, видите, вправо. Вот также здесь можешь, хоп, подровнял его. Сейчас маленько влево пошел. Так, ну я делаю пуск. Все цели поражены, можно идти на базу. В общем, какие задумки у меня на потом на другие миссии. Сейчас эти все миссии пройдем. Мы будем работать бомбардировкой, разрушать какие-либо здания. То есть, допустим, в здании закрепился противник, надо будет отработать туда нарами или бомбами. Вот, что-то типа как вот было, когда война в Чечне была, там, вот, типа как Грозный. Ну, там же по городам тоже были нанесены удары. Вот, не только артиллерия, но еще и авиация. Поэтому надо сейчас понять, как это здесь оформить. Вот, но у меня есть уже идеи. То есть помимо как, допустим, атаковать какие-либо позиции или устраивать поддержку нашим войскам, мы будем еще работать по городским задачам. Только не в поле, знаете, как обычно в полях проще всего, да. Ну, я бы сказал, не сказал бы, что в полях проще. Мне вот, допустим, не всегда там легко. В городе, хоть и кажется, город, нифига, там переулки, закоулки, попробуй найди что-либо. Ну, я думаю, можно будет поработать. Ну, короче, такие идеи. Я считаю, в первую очередь надо покупать карты здесь. Побольше карт, а потом уже самолеты приобретать. Тогда тебе будет интересно. Допустим, взять тот же Афганистан. Вот. Когда у тебя будет выбор, вот, тогда тебе будет уже интересно летать. А просто набрать самолеты и летать на вот одной карте, ну, так себе вариант.
Так, все, я выставляюсь на возврат. 105 километров. Ну, видишь, я, допустим, если бы я бы играл бы на клавиатуре и мышке, то я бы эту игру бы воспринимал как, не знаю, как игру. А так как я летаю на джойстике, вот, при этом у меня еще трекер поворот головы, я, ну, на 50% я погружен в игру. Ну, в реализм, так сказать. Опять скорость. Что так скорость разгоняет? Ну, короче, на низких высотах скорость разгоняет очень хорошо. Так, подожди. Вот сюда надо. Да это, Байрон, это немного денег. Если человек работает, допустим, и впуливает в игры изначально, там, донатит, то и одно дело, когда ты не впуливаешь и начинаешь здесь деньги тратить, может, для тебя это, конечно, будет в минус. А так это интересно, это классно. Что за аэродром? А, это Моздок, кстати. Вот он. Для меня раньше тоже дико это было. Ну, сейчас вот полетал я. Если в армии, видишь, в армии хорошо пацаны моды делают. Бесплатно, да. А так вот тоже бы, если бы там платно было бы, мододелы бы долго бы жили, не уходили бы. Ой, все, отдохнуть немного. Да ты задолбал, ты можешь держать баланс? Да что такое-то? Отдохнешь тут с этим чудиком. Почему он вниз постоянно идет? Что не так-то? Он мне так и хочет его в поле приземлить. Но я пока не тратил деньги на эту игру. Я говорю, мне вот Саня подарил этот грач, и все. Я летаю на 25-ках. Я в основном любитель штурмовых самолетов. Мне вот эти истребители, они как-то... Вот единственное, Су-24М можно попробовать, да? Здесь есть он? Потом здесь еще есть какой-то самолет. Тоже с наведением по шквалу типа. Пока нет, я не тратил деньги никакие. Я вот... Игра бесплатная. Самолет этот бесплатный. Сейчас вот грач, единственное, говорю, Иркут его взял сам. И все, я пока на них летаю. А так, ну, я вот буквально месяц назад тоже, да нахрен это все надо. Ну, понятно. Я имею в виду, зачем мне деньги это тратить? Все, а сейчас, ну, я считается интересно. Ну, пускай. Смотри, что творит. Сбой системы, короче, у автопилота. Ерундой страдает.
У меня перевес на одну ракету получается. Самолет будет клонить правее, кренить. Я просто вспоминаю, какую дичь я вчера творил в конце стрима. Ну, это уже ночь на меня подействовала. У меня было 2 часа ночи. Я такую ерунду стал вытворять уже просто. В следующий раз, если я начну так делать, я сразу Alt F4 нажму, скажу: все, ребят, до следующих полетов. Ну, потому что это уже называется устало. Уже балдеть начинаешь. Но у меня, смотри, автопилот, тут, видишь, лампочки загораются по бокам. Обычно всегда такое использовал. Чисто, да, по горизонту. Блять. Надоел ты мне. Хреново, когда у этого самолета автопилот корявый. Какие шасси? Чё? А, скорость маленькая. Ой, высота маленькая. Не надо мне ничего выпускать, иди. Замолчи, тетя. Ну, вообще-то вчера стрим шел 8 часов. Это я син пень, что я подустал. 8 часов я играл в игру. Посмотри, там запись 8-часовая. Я даже не заметил. Раньше для меня 4 часа было много. Это прикинь, вот симулятор как тебя затягивает. Ты даже время не замечаешь, как проходит. Поэтому я понимаю, Иркут. Но Иркут чисто теоретически здесь. Ему нравится вот эта теория. Не знаю, для меня это... Мне больше нравится практика. Где аэродром? Я считаю, это нормально, когда мужикам нравятся танки или самолеты, да? А не Sims. Sims в реальной жизни надо строить. Опять же, это дело каждого индивидуально. А вот он, аэродром у меня. Подожди. Это разве Сочи Адлер? Меня куда притащил, придурок? Или я был на нем? А, нет, все правильно. Какой это нальчик?
На Нальчике же я был. Блин, аэродром такой, пипец, он в городе находится. Сложный. Ну видишь, здесь в игре все зависит от тебя. Здесь вот у меня особо как бы лагов таких нету. Ну, то есть уже я могу где-то накосячить. А вот такие игры, как вот мы некоторые играем, там то команда, ПВП особенно, дурью мается. То игра дурью мается. Вот, а здесь все нормально. И вот это затягивает, когда все нормально. Наоборот, тебя притягивает. Блин, слушай, этот аэродром, блин, конечно. Сколько у меня горючек-то? Да как-то это... Да мне сейчас надо приземляться в домах, что ли? Охренеть. Надо было с той стороны заходить. Так, давай пролет сделаем. Ну его нафиг, я сейчас с той стороны зайду. Я когда взлетал с него, я как-то особо не парился. Когда я уже иду, вот сейчас мне надо посадить самолет, и я смотрю, тут весело. Значит, надо его пролететь. Фишка в том, если здесь не затормозить вовремя, здесь можно уехать в город. Дрон, привет. Полоса-то ни хрена небольшая, она короткая. Ну вот это считается городской аэропорт. Наверное, да? Или это военный аэродром просто в городе? Хотя нет, а у аэропортов, по-моему, полоса побольше будет. Там же все-таки взлетают эти боинги всякие. Здесь полоса, она коротышка.
Мало опыта у меня, конечно, приземляться в городах. Полоса такая, смотришь на нее аж. Думаешь, не думаешь, нереально, блин. А еще ветер меня что-то отклонять начал. Прям. О, у меня еще и здесь кнопка, которую вид делать такой. Ну все, теперь я могу уверенно сказать, задача выполнена на этом самолете. Почему можно? Здесь можно техникой управлять. Вот Иркут управлял, не помню, какой-то техникой. Здесь можно на танке ездить, на БМП, по-моему, если не ошибаюсь. Пехотинцем нельзя быть. Сергей, привет. Так что тут наземка есть, прикинь. Здесь можно игроку даже доступ открывать к ней. Я сам удивлен был. В симуляторе есть наземка для игрока. Ну-ка, давай попробуем сейчас в редакторе выбрать роль. Или их надо тоже покупать? Почему звеном? Здесь что хочешь, то и создаешь. Тут хоть просто полеты гражданские создавай. Но правда это надо самолеты такие. Но мы на полигоне, у нас там типа мирное время, как объясняют, мы летаем просто. А когда боевые задачи, там уже все другое. О, еще один Сергей. Привет. Так что прикольно теперь понять, что тут 200 гигабайт. Ну конечно, тут каждая машина, она... Вот смотри сейчас Урал как выглядит. Я тебе покажу. Для симулятора это хорошая прорисовка. Я считаю, вот он стоит. Вот, любуйся, как выглядит Урал в симуляторе. Вон солдат сидит. Ты вспомни симуляторы того времени. Вообще такое ощущение, как будто это, знаешь, это как вот картонку поставили и стоит, как мишень. А сейчас, видишь, они прям выглядят как машина прям. К-50, К-52 на основе К-50, как мне объяснили тут. Кстати, я видел К-52 летал мод. Уже, ну, мне понравилось, как пацаны там летали. Ну, они прям нормально вдвоем там. Вроде как вдвоем они. Довольно-таки реалистично летать на нем. На К-52. Стой. И чё? Туда я... По-моему, туда. Завершится миссия-то. Нет, она бы уже завершилась. А здесь условия не проработаны. Ну, здание сделал. Вертолет? Да ну ты чё, вертолеты, на них сложнее управлять. Там надо это... Там что-то для ног надо брать еще. Здесь-то как-то на клавиатуре рулевое, лево, право. Я еще удивился, как я в армии научился в игре вертолетом управлять. Здесь нет, здесь так не получится. Здесь надо это... Управление, чтобы ты понимал, как его держать, равновесие у вертолета. Его же держать надо. Самолет тут он летит, и ты держишь крен, тангаж. А вертолет-то надо и крен, и тангаж, и чтобы он у тебя еще равновесие полностью, это чтобы вниз не улетел, блин. Медаль даже дали, прикинь. Ну, пожалуйста. Кстати, вот эту медаль... Сейчас, смотри, заходим сюда.
она у тебя засчитывается. То есть ты даже миссии создаешь, и ты зарабатываешь медаль. Плюс здесь, короче, тема есть такая. Ставишь нет, все, у тебя одна жизнь на всю игру. Если ты меня сейчас где-то собьют, все, вот эти все медали, вся моя вот эта статистика, она уйдет в ноль, и вот этот пилот будет погибший. Вот. Так, у меня где-то уже есть. А, вот я потерял. Видите, у меня был пилот, лейтенант. Я его потерял же. Птица в двигатель попала, и я на аэродроме при взлете загорелся. И обидно было. 3 посадки, 56 наземных целей, воздушные цели. Одну цель воздушную даже сбивал. Но это не один пилот. У меня я уже 2 потерял. А у меня один пилот был еще круче. Короче, я как-то налетался, и мне стало это. Мне хотелось что-то добавить, это сложности. Ну и все, и я, получается, уязвимость поставил. Как бы вроде все нормально было. То есть задачи выполнял, все, приземлялся. И тут просто, да, птица в двигатель, невидимая птица. Вот здесь лажа вот такая есть. Птицы могут в двигатель попасть, и все. Я сейчас вырубаю себя в редакторе эту хрень, а вот у них в компании есть такое. Так, неуязвимость. Да, пока, да, пускай стоит. Сейчас я тебе покажу. Туда такая хрень, она мне не нравится тоже. Так, теперь эту же миссию надо выполнить на Граче. На Граче уже будет сложнее здание. Мне вот интересно, почему она не завершилась. Вот она, парковка. БТР был уничтожен. Я был в зоне парковки, да. ПВО уничтожен, да, был. Танк тоже. Вот с этой фигней, наверное, что-то не так, да, я так понимаю, высота. Короче, высота меньше 200 тогда. И скорость ниже 2. Скорее всего, высота не сработала. У каждого аэродрома своя высота, надо вот это учитывать. Я думаю, оно не... А, подожди, а почему БТР здесь? Вот он косяк. Ну ладно, здесь пускай 100 будет примерно так. Блин, как же тут высоту проверить? Знаю как. Сейчас. Тут надо на аэродром как-то нажать. Дальше полная информация. Что он здесь не показывает? А, вот высота 420 метров, что ли? Короче, здесь аэродромы бывают, они находятся на возвышенности, это большую роль играет. И вот надо с этой высотой понять, как условия. Что за 430 метров? Блин, забыл, как это определять. Ладно. Надо будет маленько поэкспериментировать с этой темой. Да, вот она, птица в двигатель. Нажимаешь сюда. Вот, видишь. Птицы. Изначально галочка-то вырублена. Все, ты просто начинаешь разгоняться на полосе. Отказ где-то до 200 разогнался. Отказ право двигатель. Отказ лево двигатель. Двигатель загорается, ты начинаешь терять. Ты, кстати, знаешь, чисто вот если интересен тебе этот момент, у меня на канале, у тебя YouTube работает, нет? На YouTube есть ролик аварийные посадки. 2 случая и все птицы. Я сумел как бы самолет сохранить, все, но провал был во взлете.
Не знаю. Я их вырубаю у себя в миссиях. У меня их нету сейчас. Потому что для меня это баг. Я не считаю это нормально. Их не видно. Их не видать. Так, ну что, самолет Су-25. Грач. Вот, и тут сейчас надо будет подумать, что с собой брать. Топливные баки, наверное. Хотелось бы использовать бомбы. Надо шилкой разобраться сначала будет. Так, если использовать бомбы, то их надо сюда вешать. Значит, буду использовать бомбы, нары и ракеты. Ракеты надо, чтобы остановить колонну, а бомбы уже добить. Перегруз у меня идет. Маленько надо убавить. Так, еще раз условия. Скорость менее чем... Высота, точнее, менее чем 100. Ну, пускай высота будет менее чем 500, а скорость ниже 2 километров. Ну, даже 5. Я уже думаю, на высоте 500 километров со скоростью 5 летать не получится. Логично надо попасть на парковку. Я просто не могу понять, какая высота у аэродрома. Надо у Иркута потом спросить, как это делать. Ну и все, в общем, остальное все. Все, полетели. А то времени нету. Мне потом надо будет еще успеть выполнить зимнюю эту миссию. Сохранить. Сейчас будет сложнее полет. Потому что этот самолет, он... Я всегда говорю, это вот, допустим, побегал с автоматом Калашникова с прицелом ПСО. И тебе, на, возьми обычный калаш, постреляй с мушки. Ну, примерно так же сейчас с оптики переходишь на обычное стрелковое оружие. Нанести удар по вражеской колонии. Все, поехали. Блин, мне вот этот парень уже надоел. Он постоянно рвется вперед меня. Ждем. А здесь, кстати, пилота я не отключал. Видите, он у меня пилот здесь. Там же пилота нету, а здесь есть. Я как-то этот трекер настроил так, чтобы... Блин, ну... Я просто низко сижу. Вообще он не должен в текстуры выходить, обзор. Здесь все так вот сделано. Это я просто низко сижу, и поэтому так. Ладно. Нальчик, 102, руление. 102, Нальчик. Разрешаю руление на полосу 6. Угу.
И здесь в игре тоже устаешь. Здесь она вроде поначалу как развлечение, но если долго летаешь, это для тебя уже как работа становится. Даже в игре реально устаешь. Надо уже садиться и идти отдыхать, потому что здесь же зрение надо, контроль постоянно. Глаза капец устают. Я вот тут эти 3 дня полетал, у меня... Вот от стрелялок у меня как-то быстро глаза отдыхали, а тут прям глаза устают. Тем более, когда приходится постоянно всматриваться, искать эти маленькие квадратики там какие-то на земле, блин, полях. Поэтому игра, она такая, она нормально нагружает тебя. Помимо как логически мыслить и... В общем, нормально. А вот если управлять самолетом, у которого нету автопилота, тебя еще рука будет уставать постоянно держать его. Не знаю, я всю жизнь, вот сколько я с 15 лет за компьютером. Я никогда очки не использовал. А, ты имеешь в виду защитные очки какие-то от излучения какого-то или что? Да нет, я считаю, просто надо отдыхать и все иногда. Полет сделал, не знаю, отдохнул. Кого Арма 3? Блин, это сложный вопрос. Блин, я, конечно, при всем уважении к Арме 3, но для меня это сейчас был вопрос такой же звучит. А когда будет операция Flashpoint? Дрон, вот при всем желании, ну, при всем уважении к этой игре, мне уже так не хочется в нее играть. Тебе она не надоела самому? В ней просмотров мало сейчас у Армы. Вообще играют уже, не знаю, ребята доигрывают. Или те, кто только ее приобрел, как бы. Честно, я сейчас застрял между армами, потому что Reforged сейчас у нас не работает. Почему-то мастерская. Не закачать моды для серверов. Арма 3 уже, ну, не знаю, я уже наигрался так в нее. Мне нужно что-то как-то... Да? Просто я уже в нее наигрался, честно. А когда ты игру с ног до головы, считай, начинаешь там уже в редакторе, все, ты еще играешь, она тебе еще вдвойне уже наигрываешься в нее. Что меня клонит вправо и все. Ты еще не наигрался в Арму? Я бы в Reforged поиграл с удовольствием, дальше бы с пацанами продолжил, но у меня моды не качаются к ним на сервак. И не только к ним, а вообще на ванилке только если бегать. Ванилку не хочу, я не знаю. Мне понравились современные бои. С АК-12, блин, ну классно было. Нормальный тип такой, блядь, подрезает меня. Сопроводитель называется. По-моему, мы здесь задачу мы не ставили сопровождение. Подожди, а в какой миссии-то у меня стоит сопровождение? Хотя здесь, когда вылетали, здесь раньше вражеский самолет летал, не давал покоя. Я сопровождение сделал. У нас все равно сбивали. Бесполезный самолет был. Обычный грач, блин, и сбивал этот Су-27, блин. Это что за ас там сидел в этом самолете, в Су-27?
А. Нажимаю автопилот, как в Су-25Т, и думаю, что... А потом понимаешь, блядь, вспоминаешь же, это же грач, точно. А вот мне, кстати, Reforged понравился. Он мне не понравился на ванилке. А вот когда я поиграл, уже бегал в современной одежде и современным автоматом. Вот. А еще когда мы с пацанами, когда меня приглашали на ивенты, допустим, ну интересно было ивент Афганистана поиграть, согласен. Хоть опять же это все такое былое, старое уже, прошлое. Но все равно это очень было интересно. Поэтому, не знаю, с ребятами можно договориться, если... А, ну подожди, а остров Афганистана, опять же, это модификация тоже, она не работает. Карта красивая, кстати, мне понравилась. Там почему-то, знаешь, система такая в Reforged. Допустим, вот в Army 3 ты моды загрузил, и все. Пока они не обновлялись, ты заходишь на этот сервер постоянно, и у тебя оно все просто подгружается, и ты играешь. А здесь как будто заново их качать постоянно приходит. Что за бред-то? Я их вроде скачал, опять захожу, он опять их загружает. Зачем? Я вот тут этого вообще не понял. В чем фишка-то? Очки антибликовые нейтрализуют вредный синий цвет. У меня, видишь, лампа. Я еще устаю, потому что глаза у меня устают, когда я много стримлю. Лампа мне в глаза постоянно светит. На меня лампа же светит. Я же сижу, это знаешь, как выглядит? Вот ты когда у стоматолога на кресло садишься и смотришь постоянно, тебе вот эта лампа, она очень приятна. Я, кстати, очень долго привыкал к этой лампе. Потому что если я сейчас вырублю свет, у меня лицо будет темное, ты меня просто не увидишь. Не, новичков-то приходит туда, в Arma 3-то я не говорю. Просто мы-то уже, кто ее давно знает, уже наигрались многие. И поэтому у нас как бы группа, сообщество, есть ролики на канале, все посвящено редактору. Как бы, пожалуйста, осваивайте, создавайте, я всегда за это. Ну ладно, тут как бы на вкус и цвет товарища нет. Я насчет Reforged, что она скучная. Ванилка, да, ванилка для меня скучная. Я не люблю ванилку там играть. Что, набирать высоту, не набирать? Рисковать в этот раз. Я имею в виду, не, я могу сзади зайти на колонну, конечно, но тогда, когда мне будет разрешен пуск, меня шилка может сбрить. Вчера она мне в кабину зарядила нормально. Давненько я так не кайфовал от ее выстрелов. До места 48 километров. Наблюдаю уже этот район. Крета Тангаж идет. Чуть-чуть надо подровнять. Я вот единственное уверен в этом самолете, что я никогда не упаду камнем, если я буду его контролировать. А вот на том самолете были разные ситуации, когда я начинал на нем.
Он медленно скорость развивает на... Сейчас я вот удивлен, почему я так разгоняться. Или я раньше не так разгонялся, как-то неправильно на Су-25Т. Я его всегда танком называл. Летающий танк, потому что у него очень много, во-первых, вооружений, всяких интересных. У меня шумновато, поэтому пока не комментирую. Подлетаю к цели. Вот справа наблюдаю, дорога, вон она идет такая. Но она, это, там деревья так в ряд. Это и есть дорога. Вот на этой дороге надо их сейчас увидеть. Вот. Их надо остановить, потому что сложно будет работать управляемой ракетой в движении здесь. Просто чтобы контролировать эту управляемую ракету, когда они движутся, нужно расстояние близкое. Вот. А на близком расстоянии я буду уязвим для ошибки. Поэтому что можно сделать сейчас? Нары я взял с собой. Нарами надо будет остановить колонну. Но надо ее заметить. И тоже надо как-то ударить так, чтобы меня шилка не достала. Сейчас излучение березка будет получать. Я как-то особо раньше не придавал значению этой березки, а сейчас она мне помогает примерно определить, где радар работает, с какой стороны. Это важно здесь. Ну нет ПЗРК. Здесь, кстати, разные типы ЗРК есть. Тоже всякие разные. Есть и средней дальности, есть прям хорошо пускают далеко. Все зависит, какие миссии используются. Вижу я их. Придется разгоняться и маневрировать. Опа. Пытается сбрить меня. Она как пила, она сбривает сразу.
Так, ну чё, не знаю, остановил, не остановил. Напугал чуть-чуть, наверное. Надо их остановить. Так, получается, нанес удар по ним, когда они были напротив этого поля. Надо будет сориентироваться, где они. Чтобы... Можно бомбы сбросить, попробовать. Очень часто приходится маневрировать, поэтому я беру баки с собой дополнительно, потому что у меня не хватает горючки, он жрает. Кстати, вот этот самолет, он очень съедает много горючки. Су-25Т экономнее в этом плане. Его на дольше хватает. Так, ребята, где вы? Ну, излучи меня. Я хоть пойму примерно, где ты. Либо они движение продолжили. Сейчас я попробую зайти с тыла. О, Шилка, привет. Слушай, я их наблюдаю. Они движутся. Ни хрена они не остановились. Или стоят. Так, если стоите, то молодцы. Стойте. Так, что, по одной бомбе пока побросаем. Сейчас надо с дороги зайти попробовать. Фу, блин, ну вот тут сейчас будет интересно. Я не сбрасывал бомбы еще на колонны. Она и небольшая, но... Дальномер. Слушай, так они движутся. Бомбы отменяются. Придется нарами работать. Блядь! Я не могу понять, либо они сильно медленно движутся. Я вижу, они перемещаются, но они сильно медленно это делают. Надо еще скорость понять. Либо они стоят, потому что если они двигаются, тогда бомбу мимо используют. Она пройдет мимо. Чё? Шупа... Прометей, привет. Это пипец. Ну это да. ПВО может сбить, поэтому не рискую. А, ПВО в смысле какое? Так я от шилки прячусь. Здесь ПЗРК нет. Я от шилки прячусь. Мне чтоб шилка не достала. Ну что, идем еще раз на заход нарами тогда. Надо остановить колонну. Мне надо их остановить, чтобы выполнить бомбардировку. Для этого надо поразить какую-нибудь цель из них. Вообще моя основная задача не допустить конечные их точки. Они движутся в населенный пункт. Чтобы они туда не добрались.
Что-то зажег. Ухожу. Да, что-то горит. Попал. Шилка по мне работает. Хожу. Все. Сейчас буду бомбардировкой заниматься. Не знаю, что-то загорелось, аж что-то игра не оповещает. Сейчас по дыму будем ориентироваться и сброс делать по дальнейшим целям. Батаржу. Так, надо как-то шилку теперь уничтожить. Вон дым вижу. Да. Ай, блин, забыл точно. Быстрее. Рядом. Слушай, я поджег. Цель поражена. Ухожу. Шилка загорелась фабом. Да, вон дым видно. Цель уничтожена. Я не знаю, либо это танк был. Да, шилка уничтожена, все. С первого раза сам в шоке. Так, у меня есть еще одна бомба. Сейчас надо обнаружить танк и ликвидировать. Дальномер по ковру. Чего? Прицел для наров, чтобы точнее стрелять. Ну, нет, здесь этот лазерный целеуказатель, это ты рубаешь. Да не знаю, я нарами привык сам на взгляд работать всегда. Мне эти целеуказатели нафиг не нужны для наров. Единственное, в самолете Су-25Т использую иногда шквал и все. Чисто как оптику, чтобы понять, допустим, цель движется, нет. Если не движется, все, я просто в шквале контролирую, все, подлетаю и работаю просто точнее. Все, а нары я использую сам. На свой взгляд. Я просто привыкаю к самолету, когда стреляю, и примерно знаю уже его расстояние. Ну, не знаю, как тут на глаз уже нарами использую. Здесь управляемая ракета. Вот это сложность, конечно. Но мне надо бомбу сбросить, потому что я тогда с перевесом буду летать. Сейчас надо обнаружить танк. Чего? Это не шилка? Так он же пишет шилка. Как может шилка быть не шилка? Там же было написано: уничтожена ЗСУ шилка. Джереми. Доброе утро. Нет, я не настоящий летчик. Я игрок просто в игре. В игре летчик. В игре. Ну еще пока не считаю себя таким летчиком, просто. Учусь еще. Так, где наши цели? Блин, стекло это, конечно, оно затемневает немного.
По-моему, я сбился с курса. Либо огоньки потухли, да? Такое может быть. А, нет, вон огоньки. Надо определить сейчас месторасположение танка, чтобы нанести по нему сброс. Все опасное я уничтожил, остался танк только. Вон 2 дыма. Ну, вот куда вот он уехал, танк? Нам надо его поймать. Я его вижу. Он стоит возле дыма левого. Вон он, видите, за дымом. Слева дым и за ним танк. Вот видите? Вон он. Он железную дорогу пересек и за ней спрятался. Ну как спрятался? Вот именно что он не спрятался. Ладно. Иду на исходную тогда. Так, чтобы выйти на него. С8 осколочно-фугасные многоцелевые стояли. Нары, я их беру обычно. Блин, интересно сейчас как-то все работает. Я когда начинал в эту игру играть, я если поражал цель, то она поражена. А сейчас то ли обновление, вот это что-то подкорректировали. То есть она не сразу поражается, она загорается сначала. С одной стороны это атмосферно, с другой стороны думаешь, блин, неужели промазал? Так, дальномер. Маленько не доворачивай, давай тяги побольше. Закрылки что ли? Давай закрылки. Че, блин? Подожди, что такое? Что я не вижу? Не понял. А где дым? Че за хрень? Че, так быстро потухло все, что ли? Либо я потерял его. А, вон, блин, прикинь. Сливается. Подожди, он по... Ах ты хитрый лис. Он ушел. Ха-ха. Он покинул позицию. Хорошо, что я не стал его выходить на него. Его нету уже, все, он уехал. Видите, они уходят тоже, они на месте не стоят. Если он чувствует опасность, он покидает точку. Скорее всего, он на дорогу выбрался. Так, ну чё? Тогда что тебе надо сделать? Блин, ну управляемая ракета, это капец, сейчас сложно будет отработать. Ладно, я зайду с тылу. Так, что у меня там по горючке? Я поеду ему вслед, так сказать. Полечу. Не знаю, что из этого получится. Главное его там еще увидеть. Там машины ездят, автобусы. Тоже прикол, да, блин. Гражданский ездит и танк едет вражеский, блин. Как будто не война, это, не знаю. Это, знаете, как нарушителя. Ну, как он в гражданской жизни. Полиция за нарушителем гонится. И я полицейский нарушителя заметил на танке. Сейчас надо его поймать. Ну, а как это иначе выглядит? Надо машины вырубать, потому что это что попало. Прикинь, если бы они бы еще таранились. Ну, там эта дорога, я сейчас попробую
прям выйти на нее и по ней вдоль нее вести танк. У него скорость 500, а кажется, так медленно летит вообще. Так, стекло надо поднять, потому что управляемая ракета уже идет по прямой траектории у нее. Чуть-чуть газу дать. Все, это весь максимум. Чуть правее. Попробую его увидеть здесь, да? Среди гражданских. Слушай, я, по-моему, вижу его. Если это он, конечно. Блин. Да что такое с этим видом? Прикольно, да? Блять, как ему везет танку, а? Просто вид застопорился не в тему. Что это было-то? Как это называется-то, блин? Трекер. Я не мог понять, не смог уточнить, он ли это, нет. Так, ладно, я сейчас попробую пролететься на низкой высоте. И уже точно понять, где он. А нары есть еще? Да, у меня еще нары есть немного. Давай его попробуем попугать. Че у меня сегодня с трекером? Шалить начал вообще, блин. По-моему, это он был. Мог быть поезд. Поэтому я не стал стрелять сразу. Так, что такой маневр делаешь?
Вон он, ледошилка, блин, сгоревшая. Нет, это сгоревшая шилка. Где танк? Ничего не понимаю. Блин, вот шкерится же куда-то, смотри, что. И не найдешь. Называется «Найди его», да? Пипец. Куда ты спрятался, негодяй? У меня так горючки не хватит здесь налетывать. Где-то же спрятался. Ну что, пойдем теперь в обратку. Я говорю, его нету там, он ушел. Там вот БТР сгоревший. Напротив него слева на поле шилка сгоревшая. А куда танк уехал, пока не видать. Слушай, по-моему, я его вижу. Засранец слился с гражданскими. Вон он. Далеко. Вот что это, блядь? Хоп, и вид теряет, да? Ты не поджег? Нет, нары его не беру. Ползет потихоньку по дороге. Получается, зеленое поле он уже проехал. Сейчас буду фаб сбрасывать. Ну это надо на опережение ему. Казалось бы, вроде танк, да? А машины лучше видно, чем танк. Да ты засранец слился опять.
Это вообще какой-то троллинг для меня. Сейчас, по-моему, его вижу. Нет, это не он. Нет, не было сброса. Но я рискнул. Блин, хотел на него прям сбросить. Я вот только увидел, он реально сливается. Машины и лучше видно, чем этот танк. Это что за танк-то такой? Я, блин, гражданскую машину лучше вижу, чем танк на дороге. Хотя танк, он больше гражданской машины. Какой-то бред, да, вообще? Вы тоже, да, вот обращайте внимание, что гражданские машины лучше видно, чем танк, блядь. Капец какой-то. Ну и попробуй его заметить на дороге, да? Его вообще не видно. Уже когда вблизь начинаешь подлетать, и он начинает прорисовываться. Так, что, пробуем управляемый. Сейчас бомбу не получится на нас сбросить. Навстречу можно было попробовать сбросить. Задолбался за ним гоняться, это капец какой-то. Этот самолет не приспособлен к атаке именно без наров. Работать по целям движущим. Рядом. Даже... Фу, блядь. Опять не туда, прикинь. Не в ту цель, в воронку. Где ты? По той же цели отработал, короче, который поражал уже. Вот он едет, вот он. Я его вижу, блин, но не могу поймать никак. Засранец ты. Это капец какой-то. Долгие приключения у меня сегодня. Так, а сколько расстояния ему остается до их? Не так-то опасно его уже подпускать. Ну что, бомба остается только. А, нет, подожди, ракета управляемая еще есть. Это все-таки бомбами отработаем. Блять, как тяжело на этом самолете уничтожать движущую цель управляемыми ракетами либо бомбами. Это кошмар вообще. Он реально только что-то, что на месте стоит, наверное, бьет, да? Кстати, даже по воронке я и то попасть нормально не смог. У меня почему-то ракета... Я просто думал, он движется, я на опережение думал, сейчас сыграю. В итоге там маячат эти гражданские, не видно нифига нормально.
Ну что, пробуем бомбу. Надо его бомбой подлавливать, а как иначе? Тут трюки приходится выполнять. Главное, чтобы джойстик выдержал фокусы. Тоже гражданская. Вон он танк, по-моему. Блять, с такой вот... Что происходит? Понятно. Что-то. Отмена. Самолет, все, водить начинает, перевес на крыло. Да ёб твою дивизию, блин, не одну, так вторую. Это пипец. У меня перевес идет на крыло, да? Ну да, у меня, короче, на одном крыле и бомба, и ракета. Поэтому вот такая хрень происходит. Неравномерно пуск был. Короче, надо, блядь, что-то или сбросить тогда ракету нафиг. Ну тогда это будет, ну я считаю, неправильно вооружение же сбрасывать. Либо ее отпульнуть. Вообще не знаю, как его уничтожить. Что за сервер? Да это я играю в миссию свою. Меня кренит пипец на правую сторону. Я думаю, что за хрень? Я уже почти навелся на него. Меня как закренит на малой скорости. Триммер. Че, высота маленькая опять? Да задолбала, блядь. Я его не вижу на других высотах. Для бомбы, типа, высота маленькая, он ее не сбрасывает. А на других высотах его не видно. Он сливается с этими гражданскими. Трекер я использую.
Видишь? Оп, оп. Я же тебе, сука, все равно... Ага. У меня осталось уже 800 килограмм. Надо либо уничтожать его, либо... На аэродром-то, думаю, уже не поп... Ну как, я могу, конечно, попробовать перезарядиться. Вот он, аэродром. Потому что долго их... Так сказать, баланс создать. Да не, нафиг, не хочу, надо его уничтожать. Буду пробовать. Мне его было увидеть вовремя просто, и все, я не вижу ни хрена. Я увижу тогда, когда я сильно близко к нему. Вот здесь вот его надо как-то заметить. Но он, блядь, его не видно. Вот эти грузовики, блин, больше него. Да попробуй его увидеть. Все, скорость теряется. Видите, кренит самолет. Скорость маленькая, и плюс жопа, короче. Вот из-за того, что на крыле нагрузка идет на правом, он начинает колбасить. Давай, блядь. Так, все, с меня хватит, я на базу. Надо самолет сбалансировать, это полная жопа. Надеюсь, успею. Я так не наведусь, он у меня начинает, как этот вертолет, его тащить. Это бесполезно. Он у меня начинает уходить влево или вправо, блин. Мне нужна маленькая скорость, и я не могу работать так. Как тут выбирать пуск, чтобы он равномерно с ракет пускал, а не как попало, с одного крыла все повыпускал? Как вот это можно выбрать? Чтобы он, допустим, один запустил, пилон освободил, потом справа пилон освободил. А он, блядь, получается, слева бомбу, получается, слева ракету запустил, потом бомбу уже запустил, вон. Ну, получается, перегрузка идет на правую сторону. Ассистент, 102-й, возврат. Он что, забагованный аэродром? Ладно, понял.
Чё? В смысле? Даже... Ракету хочу выпустить нахрен. А мне мешает. А, вот надо так сделать. Хоп. И чё? Нет, не пойдет. Даже дальномер. Все, сейчас захват сделаем. Хоп. Иди нахрен. Просто ее выкинул нафиг. Да, чё, аэродром не работает? Смысла нету туда садиться. Перезарядка не получится, время только потеряю. Все, оставил бомбу. Сейчас вот бомбой надо отработать по нему. Больше вариантов я не вижу. Все, легче стало более-менее самолетом управлять. Перевес был на правое крыло. Ну. Увы, в воздухе никак пилон не поменять. Я имею в виду, что сейчас вот можно было взять бомбу, хоп, перекинуть туда и баланс создать. А в итоге нет. Когда у тебя и бомба, и ракета на одном крыле, это такой звездец. Самолет просто становится неуправляемый. Когда ты сбрасываешь скорость до 400, даже до 350, его начинает, он просто поворачивать начинает. Он не кренится, он поворачивает у тебя. Это до того нагрузка идет. Так что мне не понравился вот этот полет. Я решил избавиться от нее. Так, все, бомба заряжена. Блядь, горючки мало. Ну, не факт, что, конечно, я еще попаду в него, блядь. Но ракета я в него тем более не попаду. Я уже не стал ракету использовать. Попытка не пытка. Как бы найти бы его, где он опять. Где-то здесь катит. Вон он, вижу. С отклонением пойдет. Все, сброс. Блять, не долетела, прикинь.
Ё-моё. Не, это бесполезно нафиг. Бомба не долетела на него. Так что не знаю, как в движении работать на нем, на этом самолете. Вообще бесполезно. Тяжело уничтожить цель. Это надо быть реально асом на нем. Это вот еще его большой минус для меня. До этого вот я летал, сейчас вот мы с вами полет выполняли. Я выполнил цели, при том, что они в движении были. А на этом нет. Поэтому самолет Су-25Т и тот же Су-39, вот он приспособлен для такого, а этот нет. К-52 вертолеты, К-50. Самолет Су-34 может в движении уничтожать технику. Вертолет Ми-24 тоже может. Хотя нет, по-моему, у 24-ки, по-моему, такое же наведение, да? Лазерным целеуказателем. Так что... Че он не отвечает, Моздок? Интересно. Ассистент, 102. Возврат. Молчит и все. Просто прикол в том, что я же на него приземлюсь, он меня не зарядит. До сих пор ответа от аэродрома не получил, не знаю, что там с ним. Не, ну вот шилку там мы взорвали на фабом. Это говорит о том, что движение только нарами и все. Так ты хрен попадешь. Это надо очень хорошо настроить трекер, наверное, я не знаю, чтобы так хорошо видеть все. Управляемые ракеты, вот я сейчас попробовал отработать, тоже бесполезно. По воронке в итоге.
Короче, колонна уничтожена на 70%, да? На 60 даже. БТР уничтожен, Шилка уничтожена. Один танк остался, блять, вредный. Я, кстати, впервые пробую работать грачом. Хотя нет, вчера меня Шилка сбила. Это второй раз вот я сейчас пробую. Но при этом, видите, я ни разу не упал, меня Шилка не сбила, ничего. Вот именно атаковать цель в движении. Для меня это сложно пока. Тяжеловат самолет в наведении, конечно, для таких маневров, к сожалению. Ну и чё? Чем меня порадует дядя? Тебя порадует, нет? Ну давай. Будет ли он меня вооружать еще? Эти нары его не берут. Колочные. Интересно, какие его берут? Ну-ка, С-13 возьмут его, нет? Заправка по плану. Перезарядка по плану. О, смотри, ответил. Прием. Давай, дядя. Может, еще не все потеряно. Но если он сейчас дойдет вот до сюда, то моя задача будет не выполнена. Все зависит от перезарядки сейчас. Так. Сколько ему времени надо вообще? О, заправка идет. Угу. Топливо заправляется. Значит, идет перезарядка. Сейчас надо экстренно взлетать. Ловить его как-то на дороге и отрабатывать по нему, я не знаю. Надо как-то его остановить. Это реально танк, он просто танк. Он прет как танк напролом и ничего ему не может сделать, блядь. Был бы это какой-нибудь там БТР, вообще пофиг. Машина, я не знаю. Нарами не могу его взять. Не знаю, сейчас С-13 попробую взять. Может, ему 2 бомбы зарядить. Ладно. Главное сейчас... Командир, борт заправлен. Отлично. Так, где я нахожусь? Сколько мне места дается на взлет? Прелесть какая. Так я под середки. Сейчас надо маневр один сделать.
Отлично. Все, запуск. Сразу два двигателя. Некогда мне заниматься левыми и правыми. Так, режим земля. Воздух, земля. Нары. Запущено. Надо будет вырулить на старт. Аэродром заброшен, никого здесь нет, вообще похер. Прям по полосе сейчас туда доеду. Надо разогнаться. Прям быстро. Тороплюсь, стой! Стой, блядь! Разогнался! Это пипец. Разворот. Все, взлетаю. Никогда. Чего он, блядь, не отрывается? Давай. Вес, что ли, большой? Да, я вроде, видите, баки дополнительно же вроде снял. Ну. Эти ракеты, наверное, тяжелые. С 13. Вижу, с гражданскими сливается. Надо их убрать нахрен. Мешается только. Все, что ли? Засранец, ты понял? Из-за тебя все беды. Все нары.
Пипец. Слушай, а я знаю, скорее всего, из-за чего такая херня. Я понял. Тут маленько не учли моменты. Смотри, когда пилоны вот так вешаешь, чем они уже, тем проще вблизи работать ими. Чем дальше на ширине друг от друга, значит, надо на расстоянии работать. Вот и все. В итоге они отработали на расстоянии друг от друга. Все, я теперь понял эту фишку. Раньше как-то не обращал внимания на это. Короче, танк, тебе везет. Все, иди, тебя там, может, гранатометчики встретят. Гражданских убирать буду, я сейчас вырублю их. Все, этот бред с ними играть, конечно. Несерьезно это все. Я думал, они здесь будут в адекватном количестве, как бы, они тут друг на друге ездят, блядь. Уже как-то вообще не серьезно. Так, чё? 2 бомбы выбираю, сброс. Будем пробовать. Высоту надо держать, а его не видно с высоты, блин, вот в чем суть.
Я вместо закрылок шасси выдвинул. Я уже просто устал от него, честно. Я сейчас, блядь, еще пару полетов, все, я пошел миссию выполнять нормально. Задолбал мне за ним гоняться. Тренировочку устроил себе, только геморрой создал. Не, я вообще не могу в него попасть. Но я увидел в этот раз, смотри. 2 ракеты, все, блядь, мимо. Хорошая тренировка. Если вот будешь попадать по таким целям, будешь хорошо летать. Че, бомбы остаются? Все, давайте бомбы сейчас пробуем и ну и нахер. Пойдем выполнять нормальные цели. Какие положено делать. Вот сзади я его увидел хорошо сейчас. Сзади его вижу. Чем-то спереди он у меня сливается с этими машинами. Контроль самолета тоже вот идет, чтобы не упасть, не завалиться при таких маневрах. Это тоже важно. Я же постоянно какие-нибудь маневры делаю, чтобы вывести на цель, выйти. Все. Ну, рядом взорвались, с ним, а толку нет. Все, я возвращаюсь на аэродром. Ну и нахер. Не знаю, я не могу его уничтожить. Нары его не берут.
Либо сильно метко надо по нему бить. Блять, раньше же нары разбивали танки, почему они сейчас... Или эти осколки... Ну, они осколочно-фугасные, блин. Может, есть какие-то другие... Бы хоть бы сделал вид, что он хотя бы испугался, да? Ну, вообще покер. Ё-моё, нихера себе скорость. Нет, с такой я не зайду. Ну-ка, подожди. Смогу ли я так вот забыть? Не, парашютов не было, я же их использовал в прошлую посадку. Поэтому я забыл про них. Ну и ладно. Задание выполнил. Честно, вообще не рад, блять. Все время потерял в этот танк. Не знаю, как уничтожить на этом самолете его. Я, главный вывод сделал, что на этом самолете я больше движущие цели управляемыми ракетами и фабами бить не собираюсь. Вот. Сейчас пару сек.
Так, все, я на связи. Что-то у меня выбесил этот танк, это капец какой-то. Я еще долго так не заморачивался в этой игре на... Ладно. Может быть, кто-нибудь его уничтожает управляемыми ракетами в движении. Но я пока не могу, у меня не получается. Чат глючит у меня. Open трек гуляет сам по себе. Ну, трек, да, гуляет. Это голова моя, видать, гуляет. Так, задание, значит, эту миссию выполнял под самолет Су-25Т, она вообще сделана. Вот, сейчас будем выполнять ее на Граче. Да, задание будет нелегкое. Также все без меток. Птицы вырублена нафиг. Все перепроверил. Значит, задание какое здесь? Декабрь 99 год. Чеченская компания. Враг стягивает подкрепление, готовится к наступлению на город. Город под нашим контролем, то есть под контролем наших войск. Вот. Сегодня наша авиационная группа получила новую задачу поддержать войска в указанном районе, нанести удары по вражеским формированиям в координатах, полученных нашей разведкой на земле. То есть враг наступает у нас, получается, с востока, с северо-востока на город Белореченск здесь. Вот. Всеми силами надо наступление это, так сказать, остановить. Так, использоваться будет самолет Су-25 Грач. Горячий старт будет у них. Вооружение, значит, какая техника там? Ну, вооружение лучше в планировщике посмотреть. Значит, какую технику надо будет уничтожать? В основном это будут БМП. Да, будут танки, вот. И все такое. То есть нары обязательно надо, чтобы остановить наступление, потому что, ну вот, пожалуйста, пример, танк ездил, я в него попасть не мог нифига. Вот. Здесь, значит, обнаружены БМПшки с пехотой, они продвигаются к городу. Ну, их можно нарами, я думаю, остановить. Все остальное, что будет, ну, надо будет обнаружить и отработать бомбами, управляемыми ракетами. Вражеские позиции охраняются шилками и зенитками. Так. Аэродром это есть у нас? Подожди. Нам надо этот резервный аэродром. Да, он под нашим контролем, но... Я хотел его нейтральным поставить, но нейтральный он почему-то тебя вообще не хочет не заряжать, ничего, поэтому приходится его ставить под контроль. Потому что больше здесь аэродромов нету.
Если какая-либо аварийная ситуация или боекомплект закончится, то придется только на базу возвращаться. Поэтому придется... Этот аэродром будет использоваться. Ладно. Значит, нары в этот раз поближе буду использовать. Так сказать, чтоб точнее били. Ну, если я буду на ближнем расстоянии. Блин, ну близко тоже сильно лучше не работать, потому что... Так, лучше вот эту. Там же зенитки. Бомбы, фабы. Тогда сюда мне надо, чтобы я мог взять МЛки 25. У них расстояние 10 километров. Серьезно? Фига себе. Да блин. Он что, оснащен такими же... У него есть ракеты такие? Офигеть, я даже не знал. Нет, я их не буду использовать здесь. Тут хрен наведешься потом. Их либо сразу две надо запускать, либо она потом просто перевес тебе даст нафиг одна. Задолбаешься с ней летать. Сюда лучше вон бомбы прикрепить. Ну их нафиг. Х-29 ракеты. Они вообще классные вообще. Ну, только мне кажется, их лучше на этом, на Су-25Т использовать. Там они более полезны будут. Ну, из данного выбора. Можно ее удалить? Нет, нельзя, видите, не удаляется. Вот это пусто. Вот нахрена она мне сдалась? Она меня сбивает, полоса. Тут чуть-чуть вот тыкнешь не туда, и у тебя пусто. То есть все, что ты снаряжал, оно у тебя опустошается. Так, ладно, я сейчас сделаю так. Создать. А что здесь? А, вот. ПТ-1. Окей. Все, поехали. В общем, какое вооружение я беру? Сейчас перечислю. Бомбы фабы. 2 штуки. Нары. Многоцелевые ракеты управляемые. И нары С-13. Все этого пока достаточно. А вот пресет остался, да, теперь мой ништяк. А если мы
тот же пресет поставим вот этому. Угу. Нормально. Вперед. Здесь уже война. Там просто колонна ехала, с которой мучился с танком. А здесь уже прям война. Ну вот перечисление техники у врага. Танк Т-72, БМП 2 штуки вторые. Зенитные установки в укрытии 2. ЗСУ-57-2, это еще зенитка Второй мировой войны. Она с 2 стволами. И шилка есть даже. Танк Т-55. Вот такая вот тема вся. Так. Понял, работаем. Разрешаю руление на полосу 2-3. Взлет запрещаю. 1-0-3. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-4-8. Запятая 6-7. В общем, первым делом, что нужно сделать? Остановить наступление. Понятное дело, в движении. Сейчас придется использовать нары. Вот они, вражеские все группы, которые отобразились, типа как разведка нам о них сообщила. Вот эти группы идут в наступление, значит, 2 машины БМП-2 с гранатометчиками.
Вот он, отряд пехоты, тоже, скорее всего, пойдет в наступление. Вот, сейчас надо первое, что по кому ударить, это по вот этим, по БМП с РПГшниками, чтобы они не пробрались. Оборону держат, значит, у нас стрелки, гранатометчики с танком Т-80. Здесь у нас разведка сидит, наблюдение ведет, типа. Так, здесь Шилка с пехотой. Вот, также в отряд пехоты есть у нас стрелки в районах, если что, заняли оборону. В центре города БМП-2, БМП-1. Вот, на окраине города артиллерия. Расчет артиллерии. Вот. Ну и все, значит, задача остановить наступление и уничтожить вот все, что здесь. Танк Т-72, ЗСУ-57, Шилка, пехота, ну и расчеты ПВО, это зенитные установки, зенитные, как их правильно назвать. Ну, поняли, короче, вот эти всякие стационарные. Машины снабжения, танки, вот Т-55. Это вот две машины снабжения, по-моему, ЗИЛ-МАЗ. Знаешь, какая сложность? Эта миссия не выполнялась на этом самолете. И выполнялась она на Су-25Т, при этом маркеры были включены, было легко как-то врага заметить. Сейчас маркеры вырублены, и я выполняю эту миссию на Грачи. То есть шквала у меня нету, наблюдение буду только визуально вести. Ну, это все. Тоже другая игра будет. Не знаю, сработает ли резервный аэродром, потому что горючки у меня запаса нету. Я не брал с собой дополнительные баки в этот раз, потому что мне нужно побольше вооружения было взять. Работаем мы в паре, но я не знаю, будет ли он выполнять мои команды. Да, у меня второй самолет со мной летит сзади, с таким же вооружением, как и у меня. Прям курсом летим на этот город. Вон он. Заходить будем, наверное, не знаю. Можно попробовать с наших, с позиции наших войск через город. Потому что окраины, если заходить с поля, со стороны вражеских позиций, то там зенитки сразу. Ну, один фиг все равно придется через зенитки проходить. Не получится так, что мы как-то их обойдем. Потому что врага охраняют со всех сторон зенитки. Так, ну что, смотрим, где враг. У нас надо его как-то заметить здесь. Это бульвары. Напротив него где-то они двигаются.
А, дорога тут еще такая идет. Так, сейчас стоят пилоны на ракеты С-13. Вот, но я отработаю ракетами многоцелевыми. Враг начал наступление, допустить уничтожение наших войск в городе. Жал на боевом. Работаем. Еще раз сверяюсь с картой. Да, все верно. Где-то здесь они. Получается, да? Здесь вот они где-то двигаются вроде. Потому что я под углом на город захожу. Вот здесь их надо высматривать. Готовимся к атаке. Я вижу их. Работаю. Маневрирую влево. ЛТЦ. Че, ЛТЦ не работает? Ух ты, зенитка справа. Так, второй надо задачу поставить. Давай, атакуй. Наземной цели. Атакуй цели по возможности. Враг запросил поддержки, будьте начеку. Это говорит о том, что хорошо ударили по вот этому, как бы его назвать-то. Короче, нормально волну эту по ней ударили. Это говорит о том, что там большую часть пехоты уничтожила я. Может, БМП поджег, но почему-то она не отображается. А ни хрена. Ну да, БМП один сгорел. Получается. Почему он не отображает, что ты его уничтожил? Я не могу понять, что со статистикой здесь сейчас. Раньше каждая БМП отображалась, сейчас нет. Так, что у меня еще есть? Нары. Туда же заходим. Хотя нет. Давай, бомбы. Вижу цель. Работаю. Так, ЛТЦ. Иду на заход.
Вижу, своего летит. Сброс. Цель поражена. Добили. Вроде зенитка не должна меня достать. 2000 метров. Остался БМП. Не знаю, почему его ФАП не взял. Скорее всего, далеко он взорвался с него. Можно попробовать отработать ФАБом. В смысле, а чё, сброс все-таки был? Прикинь? Офигеть, я думал, не сброс. Чё, сильно повредил себя? Бляха, ну. Дал себе по жопе. Ё-моё, я думал, прикинь, он не сбросит. Я уже хотел на второй пойти. Офигеть. Да не высота низкая была, я его потерял сначала. Ну и чё? Повредить-то повредили, но надо добить его. А что у меня есть тут еще интересного? Эти нары доработать. Не угадал со стеклом, да? Начинается веселье, блядь. Прицел уходит и все. Так, ну эти нары были все использованы до конца, там остатки. Че, 13-ми сейчас дорабатывать придется? Блять, не поймешь этот прицел, да? То он, блин, наоборот не хватает ему. Сейчас наоборот ему верха не хватает. Хрен угадаешь, смотря под каким углом идешь. Тут надо постоянно его регулировать. Ну, еще одно веселье. Давай, давай.
Надо БМП добить. Опять стекло уплывает, да? Угол такой атаки, потому что. Выкол. Чего за выкол? Все, отмена. Вон они. Стоят наши ребята. Блять, нары вообще стали так стрёмно технику бить в этой игре. Раньше они намного интереснее уничтожали. Многоцелевые, я имею в виду. Что-то тут они обновляли. Я помню, я играл, я под любым углом атаковал цели, и я их поражал нарами. Сейчас... Нет. Так, ну чё, мне придется управляемые ракеты использовать. Да, да. Сейчас будем работать. Так, БМП повреждена, ее добьют. Все, пошла нафиг. Сейчас пробуем атаковать, надо шилку обнаружить. Ага, шилку. Блин, слушай. Ну... Не знаю. Шилку надо было бомбами бить. Это не вариант. Так, надо сейчас облететь, буду атаковать цели вот эти тогда. Там тоже зенитка есть, но она не шилка. Пойду с востока заходить тогда. Нет, шилку не буду трогать пока. Значит, цели, которые сейчас хочу атаковать, находятся вот лес идет. И за лесом через поле вон поселок. Или село, что там небольшое. Там они находятся. Сейчас туда буду наносить удар. Опа-на. Пушка есть? Блин, на шилку иду, правда. Ну, задачу поставить пехоту атаковать. Второму. Атакуй мою цель.
Шилка, да? Где эти войны? Вон Бэха едет, вижу. Она по мне стреляет тоже. Блин, мне надо как-то пехоту устранить. Опа! Справа зенитка. Крыло подцепилось. Только танки хотел уничтожать, а у них, видать, еще атака пошла. И пехота. Ну, сейчас надо как-то пехоту... А, мне гидрач повредили. Прекрасно. Так, аэродром где? Не знаю, успею, нет. Подбрили меня немного. Сократ, 103-й, возврат. 103. Сократ, следуйте курсом 175. Удаление 1,8. Давление 735,08. Посадочный 0,4. Занимайте высоту круга. Вот он, аэродром, надо на него поворачивать. 103. Работайте с посадкой. Угу. Времени мало. Самолет мертвый скоро станет. Говорю, его сбривает махом. Вот надо. Так, закрылки работают. Тормоза еще работают. Тормоза убираю, шасси. Скорость большая, конечно. А, тормоза уже не убираются. Гидрач поврежден, потому что шасси тоже не открываются. Так. Придется так сделать, потому что чтобы они не сдетонировали. Я не знаю, детонируют они здесь, нет. Сейчас буду на брюхо приземляться. 103. Сократ, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1,38. Скорость 3 метра в секунду. Посадочный 0,4. Скорость маленькая. Потому что я не на шасси приземляюсь. Мне надо проскользить. Фу, нифига себе, зенитка меня, конечно, да, сбреланула нормально. Так, ну что, теперь только надеемся на аэродром. Че, как второй, как у тебя там успехи? Хорошо держится. Не зря я ему поставил этот навык ас. Сократ, 103. Я удивлен, что я даже не загорелся. То есть я вовремя вырубил двигатель и электрику. Проскользил и как-то так.
Все, ремонт работает, сейчас восстановим. Гидравлика отказала, все, я просто вовремя оказался под углом. Если бы я бы немного был бы дальше или задом бы к аэродрому, я бы даже развернуться бы не смог. То есть мне повезло просто. Вот для чего нужно садиться без приборов. Просто все учатся по приборами только летать. Вот научишься без приборов летать, будешь так садиться. Я не говорю, что это хорошо, но бывает, если тебя подобьют, там уже тебе приборы не помогут. Ты либо будешь катапультироваться, потому что что делать-то? Паника. Либо ты будешь стараться выживать. Можно катапультироваться и заново миссию начать. Так интересней, наверное, не знаю. Мне нет. Я лучше самолет восстановлю и продолжу сейчас полет и выполню задачу. Пилоны сбросил, потому что, видите, тут расстояние до земли какое. Чуть-чуть какой-то наклон, и я думаю, оно бы сдетонировало. Он бы у меня разлетелся бы нафиг. Поэтому при такой посадке без шасси пилоны придется сбрасывать. Иначе никак. Все-таки зашла пехота. Надежда теперь только... А, БМП заехал, недобитый. Ё-моё, блядь. А где самолет? А, он решил вот так вот изучить. Так, ну там техника, она и БМП встретит. Мне главное вот эти, чтобы стрелки. Сейчас будет у них замес. Сколько здесь? 5. Че, восстановили самолет? Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Прием. Тут еще отряд идет. А, вот еще, нифига себе.
Шилка уничтожена, кстати, он ее уничтожил. Второй. А как они... ну и... нифига, они не заметили, что ли, прошли, блядь, мимо. Ну, а сейчас здесь попадутся. Тут Шилка и Зенитка. О, ну, вроде вы должны их раскидать. Бля, пехоты много, пипец. Пробегает, я имею в виду. Что, есть результат-то? Да, заправка пошла. Ждем. БМП встала, в городе стоит. Сейчас здесь бой будет. Этот отряд его уже заликвидирует. Вот этот отряд. Отлично. Командир, оружие подвешено. О, наших раскидали нормально. Один остался. Стрелки хорошо их встретили. Так, Бэху надо же сжечь еще. Второму. Атакуй цели по возможности.
Так, надо накрыть отряды пехотой. Пехоты вражеской. Ориентир. Мгм. Бульвар, здесь дорога идет. Идут к нашим. Цели поражены, атака отражена, добиваем остатки и все, на этом задача выполнена. Так, значит, что у нас тут? Газ остался и машины, да? Сейчас я их накрою.
чуть правее были. Ну все, это нары последние отрыв. Блин, ты чё, блин, так пугаешь? Фига себе, хулиган. На полной мощи, на полных мощах идет. Ты мне-то хоть оставь там что-нибудь. А, все, иди. Хорошо. Остальное мне, спасибо. Так, ну что, начинается бомбардировка. Танк возле здания где-то. Разведка доложила. Это зенитка. Он все зенитки уничтожил. Вижу район. Готовлюсь. Вижу здание. Работаю. Что это за сброс такой? Не было сброса. Странно. Захват, видать, не там. Чуть дальше. В смысле катапульти... Мы самолет потеряли, его кто-то сбил. У него, видать, повреждения были. Но он мне не сказал, что получено повреждение. Рубеж возврата и все. Кто его мог сбить? А, скорее всего, горючка закончилась. А чё он так поздно-то на возврат пошел? Типа приказ выполнял, да? Ну вот я не знаю, как им команду давать, чтобы он, допустим, использовал вот этот аэродром резервный. Вот они, два здания белых, больших. Слева здание, за ним стоит танк. Спрятался. Вот надо его оттуда выкурить. Но почему-то сброс не сработал, не знаю. Точнее, как-то неправильно. То ли зафиксировал я район целеуказателем. Ну ладно, иду на второй заход. Так, подожди. Давай, 2 бомбы. Сколько, в общем, у меня их получается-то? 6, да? Сброс 2 бомбами будет. Все, наступление отбито, я добиваю просто. А, нет, подожди. В смысле, а чё Бэху-то никто не уничтожает? Так, ладно, тогда уничтожаю сейчас танк и лечу на БМП. БМП в городе недобитая моя, которую я не добил в поле, заехала, зашкерилась.
Как-то странно работает вся эта тема. То ли ветер сильный, то ли что. Что за хрень? Пошли бомбы. Ну, цель-то не уничтожена. Так, БМП. Прямо по курсу где-то от меня. Вот здесь. Работаю по нему. Отработал. Сука, мощные бомбы, пипец. Сам себе... да ну нахер. Крыло повредил. Вот это я не рассчитал, конечно. Экзотика, блин, сегодня у меня будет, походу. Закрылок. У меня, короче, отсюда парит, а оттуда отломан закрылок. Прикольно. Пипец. Весело, весело. Скорость большая. Уже закренило. Короче, сейчас катапультироваться, походу, придется. Где аэродром? Без вариантов. Давай, надо выйти на него, блин. Пипец. Меня кренит очень в правую сторону, его не вывезу. Не вывезу. Хоть до аэродрома дотянуть. Нет, рука еще потеет не вовремя.
Сейчас катапультироваться. Самолет увожу просто в степь. Ну и на аэродром сейчас катапультируюсь. В землю. Все, иди отсюда. Прости, братан. Ну это уже все. Это моя ошибка была. Я сам себя фабами зацепил. Низко летел. Ну, я же по одному всегда сбрасывал. А тут два. Два очень волну хорошую дают. Так что, ну это уже опыт. Надо набираться. Я не говорю, что я на нем опытный. 11 единиц техники я уничтожил. В эти 11 идет у нас пехота еще. Ну, одну БМП я вроде сжег еще. Да, такой полет. Ну, наступление остановили. Осталось только было добить и все. И потеряли только самолет. Были бы ПЗРК здесь в зоне, благо их нету. Нас бы еще раньше могли бы сбить. Вот, но мы работали в зоне зенитных установок, так что шилка там была, все. Блин, было бы, конечно, эпично, если бы я бы еще посадить смог, но у меня все. Он уже закрутился, я уже бочку, блин, лишь бы только дотянуть до аэродрома. Так это, прикинь, это, короче, гидрач поврежден, и закрылка отлетела. Там целый комплект. Ладно, хоть хвост не отломило сразу. Зато БМП уничтожил, да? Ценой самолета. Так, что время 4? Это... Ладно, все, я пойду на обед тогда. Хватит полетов на сегодня пока. Не знаю, потом посмотрим. Пора мне отдыхать, я уже что-то подустал немного даже. Да, вот такая вот миссия. Попробуем ее потом выполнить на этом, на Су-25Т. Ну, короче, 2 самолета потеряли, наступление отбили. Да, основное задание-то мы выполнили все равно. Наша задача была остановить наступление. Мы их всех уничтожили. Я даже в конце БМП сжег, который в город заехал. Вот, осталось только с тылу. Танк один там остался и машины снабжения. Это все херня. Так что задачи справились, так сказать. Интересно, у меня катапультировался второй. Ну? Я вообще не понял, кто его покоцал. Не, я думаю, у него горючка закончилась. Да, вот он катапультировался. То есть он тоже жив остался. Ну ладно, все тогда на этой непонятно какой ноте завершаю эти вылеты, пока хватит. Все, давайте. Всем хорошего дня. Увидимся в следующих стримах. Пока-пока.